я хочу расширить это платье. Это платье мне очень нравится. Здесь замечательный трикотаж. Качество очень высокое. Очень комфортное платье, но единственный момент, оно узкое. Носить такое платье некомфортно. Рукава, длина, ширина рукава, в общем, меня устраивает. Меня не устраивает только вот то, что здесь узко. Поэтому сегодня мы его будем расширять. Значит, для того, чтобы расширить это платье, нам надо будет, я хочу вставить вот здесь полоски. Специально для этого я купила кружево. В тон даже подбирать не стала, потому что если мы не попадем в тон, это будет некрасиво. Поэтому мы сделаем вставки контрастные. Черного цвета. Я купила кружево черного цвета. И ткань под это кружево мы тоже поставим черного цвета. И здесь у нас будет две ажурные вставки красивые. И, возможно, мы еще сделаем из этого кружева, посмотрим, вот здесь отделку по воротнику. Итак, приступаем. Для того, чтобы здесь сделать вставки, нам надо распороть по бокам. Форма рукава широкая. Рукав широкий. Ширина внизу тоже меня устраивает. Поэтому распарывать мы будем где-то вот до этого места. И только сюда мы и будем вставлять. Здесь мы ее выведем на нет. Сворачиваем. Здесь только оверлочная строчка, поэтому мы ее можем срезать, подпороть. Здесь оверлочную строчку срезать. И в конце только так. Вот до сюда мы будем разрезать. Переносим эту метку на другой рукав. Складываем концы. Прикладываем. И эта метка у нас здесь отпечатывается. Здесь подпарываем немножко подол. Подгибку подола этот шов подпарываем. Остальное срезаем. Вот здесь подпороли. И теперь мы срезаем вот этот шов боковой. Срезаем с одной стороны и с другой. Также с другой стороны. Начиная с этого места и до сюда мы будем выводить на нет, сужать нашу вставку. Сейчас мы измеряем длину всей вставки, которую нам надо здесь выкроить. Так, плюс здесь подгиб. И здесь плюс на выход. Получилось 80 сантиметров. Чтобы сделать вставку, я купила вот такие кружева. Черные кружева. Они эластичные. Но нам это все равно. А саму вставку мы будем делать из черного атласа. Черный атлас сделаем. И поверх настрочим уже кружева. Кружева у нас имеют ширину 6,5 сантиметров. Внутренне померим 6 сантиметров. Вот такой ширины, и мы будем выкраивать. Минус припуск на шов будет. И вот эти кружева, они будут заходить на эту бордовую ткань сверху. Выкроили две полоски. Вот атласная сторона. Это будет у нас на лицо матовое с изнанки. И от этой точки до этой мы будем уменьшать ширину.
Измеряем от места втачивания рукава до того места, где мы закончим вставку делать, у нас 12 сантиметров. Вот это. Так, вот центр нашей детали. Вправо и влево откладываем припуск на шов и соединяем с точкой. Вот эти 12 сантиметров мы отложили, которые померяем на платье. Точка пришива последняя, вот она. Наша задача сейчас блестящая, это лицевая. Вот таким образом пришиваем по одному, к одному боку, к переду и точно так же к спинке. Вот эту вставку мы должны пришить и к переду, и к спинке. И обработать край. Здесь немножко сейчас распорим нитки, чтобы нам было удобно вот эту втачивать. Вот здесь мы уже не срезаем шов, а немножко подпороли, чтобы мы могли вот эту вставную деталь сюда пришить. Далее. У меня это трикотаж. Поэтому есть вероятность того, что когда я буду вшивать эту деталь, я где-то могу растянуть. С одной стороны растянуть, с другой не растянуть. Поэтому вот так сложила. И, наверное, я сделаю даже 2 контрольные насечки. Когда буду пришивать, я буду их просто совмещать. Одна контрольная насечка произвольно в любом месте. И другая, чтобы потом не перекосило платье. И точно так же здесь. Вот совмещаем подол. Совмещаем рукава, где у нас были пришиты. И делаем 2 насечки, которые между собой мы потом уравняем. Теперь берем эту деталь, которую мы вставляем в бок. Вот у нас точка пришива. Вот она у нас здесь отмечена. Эта точка. И вот здесь нам их надо совместить. Совместили. И отсюда мы начинаем прикалывать. Потом приметывать наши детали. Все, можно сразу прострочить. На какой машинке вы захотите, на такой. И с этой стороны тоже к одному боку мы сейчас приметаем, приколем и пристроим. Мы пристрочили нашу полоску к одному боку. Вот у нас насечка. И здесь вот я иголочками обозначила, где насечка. Совмещаем. Скалываем. Здесь иголочка, вот насечка. Чтобы нам ткань не растянуть.
Пришили. Теперь хочу вот таким образом настрочить. Так, это лицевая сторона, она более объемная. Настрочить прям в край здесь и здесь. Здесь мы надо вот сделать таким образом 12 сантиметров. 12 сантиметров, которые у нас там на заужение, мы вот таким образом застрачиваем, зауживаем. Возьмем 13 сантиметров, чуть побольше. Таким образом застрачиваем и обметываем, и эту часть обрезаем. Сейчас вот таким образом. И накладываем здесь. И теперь после этого делаем 2 строчки. Вот сюда в край пристрачиваем. И вот сюда немножко деталь на отлете. Точно так же и со вторым боком. Вот пристрочила. Тут есть один очень важный нюанс, когда строчить. Строчки 2. Эту мы строчку делаем в этом направлении. И тогда эту строчку обязательно тоже делаем в этом направлении. Иначе у нее у нас ткань вот вся перекосится. Вот это обратите внимание. Обе строчки мы делаем в одном направлении. Пришили, пристрочили. Теперь обрабатываем этот кусочек и пришиваем. И до кучи вот здесь то, что подпороли. Теперь еще одна такая мысль. Сейчас попробуем. Может быть, к воротнику тоже пришить это кружево. Взять половинку и вот таким вот образом пристрочить. И вот здесь будет кружево, и вот здесь. Кружево широкое. Нам такое не надо. Но здесь есть серединка. Мы ее разрезаем. Берем воротник. Нам одной длины здесь хватает. Складываем воротник пополам. Вот. И к изнанке, к краю прикалываем и пристрачиваем по всей длине воротника. Настрочили кружева с одной стороны, с другой. И по воротнику. Сейчас померим, посмотрим, что получилось. Вот такое платье у нас получилось. Можно уже выходить в нем.